Не слышал будильника. А он и не звонил. Позволь угадаю, у тебя сегодня очень важная встреча. Надо съездить в Ярославль на экспертизу. Можно немного опоздать. А давай вечером возьмем бутылку вина и устроим себе праздник. М? Здравия желаю. Опергруппа что сгорает? Свидетели опрошенные, контакты отработаны? Так точно, товарищ подполковник. Здорово, Игорь. Привет. Ей было 32 года. При ней нашли паспорт на имя Ванниковой Анастасии Яковлевны. Также при ней был пропуск в драмтеатр. Актриса она. Деньги, телефон на месте, так что ограбление исключается. Так что это либо личный мотив, либо мы что-то не знаем. Что ты думаешь? Игорь, что тут думать? Асфиксия, ножевые ранения. Поза какая-то странная. У того, кто это сделал, явно не все дома. Так, ладно, отработайте контакты жертвы. Ага. Позвоните коллегам в соседние районы, может, у них было что-то похожее. Сотовые вышки нужно отстрелить, биллинг сделать. Ну и позвоните в психушку на всякий случай, может, у них там кто-нибудь сбежал. Это бы сильно упростило дело. Для нас не подлежит сомнению, что Валерий Платонов является печально известным ведьмаком. Он был задержан недалеко от места преступления. На одежде Платонова обнаружена кровь последней жертвы. А у нас целая серия таких убийств. Все жертвы умерщвлены одним и тем же способом. Он протыкал их остро заточенным деревянным колом. Но доказательств по другим эпизодам у нас нет. А отказывается давать показания? Отказался по 51 статье. Сюда. Подполковник Лукша. На консультацию. К Ведьмаку? Прошу сдать средства связи. Они нам нужны для работы. Вот разрешение главврача. Платонову. Попросили фотографии. Снимите с него смирительную рубашку и оставьте нас одних. Это абсолютно исключено.
Платонов подозревается в серии тяжелых убийств. Он убивал женщин моего возраста голыми руками? Нет. Только 17-летних и только колом. Я не могу... У каждого серийного убийцы свой почерк. Если ваш Платонов ведьмак, значит, он убивал молодых девушек кольями на открытом пространстве. Вне этих обстоятельств он не опасен. Вы же хотите, чтобы он заговорил? Сними с него рубашку. И пусть он выйдет. Ты готова? Здравствуйте. Меня зовут Алина Воронцова, я психолог, пришла с вами поговорить. Как вас зовут? Но это бесполезно. Не спешите. Простите, я вас понимаю. Глупо приходят. Незнакомые люди задают дурацкие вопросы. Я хотела спросить, как у вас дела, но вы только что улыбнулись, значит, не так уж и плохо. Откуда у вас этот шрам? Разрешите? Ванникова Анастасия Яковлевна, 32 года. Убита вчера, примерно в 10 вечера. Труп в неестественной позе. Это что-нибудь может значить? Проверяем на сходство по другим эпизодам. Место работы. Драмтеатр. Она всю жизнь там работает. Говорят, она недавно в театре поругалась с примой Натальей Тульской. Ну и что говорит эта Тульская? Она на телефонные звонки не отвечает, товарищ полковник, а в адресе дверь не открывает. Но сегодня вечером в театре у них репетиция. Я с ней встречусь. Значит так, отрабатываем все связи этой потерпевшей. Родственники, коллеги, любовник, пусть даже любовница, любой, кто может иметь мотив. Всем все ясно? Товарищ полковник, вы когда-нибудь слышали об Алисе Ткаченко? Ну говори, кто такая Ткаченко? Алиса Ткаченко, 17 лет, жертва ростовского маньяка Чикатило. Убийство Ванниковой по почерку очень похоже на убийство Ткаченко, за исключением странной позы. Тот, кто это сделал, явно подражал Чикатило. Вас хорошо кормят? Я слышала, вы любите читать. Вам дают книги?
Что-то не так? Простите, это моя дочь, она всегда звонит не вовремя. Она вам кого-то напомнила? Я могу вам помочь. Разрешите? Но он ничего не расскажет. Расскажет. Арина смогла подстроиться. Ваш шрам. Это связано с девушкой, которую вам напомнила моя дочь? Как ее звали? Настя. Мы учились в одном классе. Мы любили друг друга. И до нее меня никто не любил. Наш класс пошел в поход. Однажды мы вдвоем с Настей сбежали ото всех. Мы гуляли в лесу. Нам было хорошо. Настя начала убегать от меня. Она оступилась и покатилась с обрыва. Я побежал за ней. Настя напоролась на сук. Она умирала, а я стоял и смотрел. Смотрел и не мог двинуться с места. И что вы почувствовали? Возбуждение? А шрам? А неоткуда. Это я сам. Я хотел почувствовать то же, что в тот вечер. Я поранил руку о ветви деревьев, когда бежал. Мои запястья были расцарапаны. А потом я сам. Каждый раз, когда я хотел себя почувствовать, как в тот вечер, я сам делал это. Что было потом? Я не знаю, как это получилось. Я не планировал это делать. Я вытащил кол и иногда смотрел на него. Потом долго носил его в сумке. А однажды я встретил ее. Она была очень похожа на Настю. И я не удержался. Охренеть. Мы столько времени с ним бились. Этих девушек убили вы? Это встретил во время прогулки в парк. А эту долго выслеживал. Она на почте работала. А это официантка из кафе. Подкаролил ее после работы. А это не моя. Я ее не убивал. Уверен? Я ее не убивал. Посмотрите внимательно.
Это не я! Это не я! Кто ее убил? Кто ее убил? Кто ее убил? Кто ее убил? Она не похожа на Настю! Кто ее убил? Мы находимся на Озерском муниципальном кладбище. Сколько стоит умереть в Озерске? Кто и как борется с нелегальным похоронным бизнесом? С вами «Только правда» и Алексей Суходольский. Как обычно, двойной ристретто. Сегодня за мой счет. Отличный сюжет про сброс химикатов в реку. Ага. Алина Борисовна. Извините, задумалась. Почему он не узнал эту девушку? Низыгина Ксения Андреевна, 1993 года рождения. Найдена в Ткачевском лесном массиве. Убита колом, как и предыдущая жертва Платонова. Почему он не хочет брать на себя это убийство? Хочет сократить себе срок. Если он взял на себя всю серию, какой смысл отказываться от одного эпизода? И почему она в такой странной позе? Да он же псих. Еще раз спасибо за помощь, Алина Борисовна. Хотя ваши методы, мягко говоря, не совсем обычны. Но с такими нелюдями обычно и не работают. Нелюдь — это не человек, а Платонов скорее человек несчастный. Вы ему сочувствуете? Мой отец был серийным убийцей. Вы должны быть в курсе. Извините, я ничего такого не имел в виду. Извинения приняты. Мы видели медицинскую карту Платонова, изучили его биографию. И Виктор Николаевич сразу предположил, что причиной маниакальных состояний Платонова может быть трагическая гибель его школьной подруги. Простите, а могу я взять снимки для своей работы? Конечно. Еще раз спасибо за помощь. Мы с этим Платоновым полгода бились. Обращайтесь. Прости, мне нужно позвонить, я догоню. Хорошо, я буду в машине. Ага. Алло, День, привет. Ты как? Все в порядке, лучше всех. Уже год как начальник розыска Озерска. Поздравляю. Слушай, я получила от тебя фото и кинула в ответ... Фото Низыгиной Ксении Андреевны убита в области около года назад. Да, посмотрел, и что? А местные следаки Считают, что это жертва Валерия Платонова. который ведьмак? Да, я только что с ним работаю. Похоже на нашу. В обоих случаях неестественные позы. Нашу задушили, потом нанесли ножевые ранения посмертно. Почерк очень напоминает Чикатило. По поводу моего трупа? Платонов утверждает, что не убивал ее. Врет? Не думаю. По всем остальным эпизодам он сознался. Ага. Очень странно выглядит неестественный способ убитых. Думаешь, кто-то подражал Ведьмаку, а потом Чикатило? Ну зачем? Это уже ваша работа узнать, кто и зачем. Ну, спасибо, Алин. Нет, правда, спасибо. Есть над чем подумать.
Значит, прошло 5 лет, а в городе после Новинского появился новый маньяк. Значит, нам нужно интервью о Новинском. С кем? Слишком громко молчишь. А вдруг этот следователь прав? Я сочувствую Платону. Алина Борисовна, Новинская следователь, поймала маньяка, им оказался ее отец. Вдруг я не объективна? Я так и не завершила терапию после всего, что произошло. Так, Алина Борисовна Воронцова. Специалист кафедры психологии девиантного поведения. Ничего себе. И кто ж ты такая? Алина Борисовна Воронцова. Или ты все же Новинская? Да? Алина Борисовна, добрый день. Меня зовут Алексей Суходольский. У меня блог криминальных новостей. Мы сейчас как раз готовим передачу про насильников. А вы же вроде как эксперт в этой области, да? Не совсем. Могу порекомендовать начальника кафедры Виктора Олеговича Чернышова. Нужна именно женщина-психолог. Понимаете, у нас сейчас выпуск о том, как вести себя женщине при встрече с маньяком. И вы, возможно, своими советами поможете кому-то не стать жертвой. Я вас очень прошу. Это буквально на полчаса. Я подъеду, куда скажете. Могу прямо сейчас, чтобы не откладывать. Хорошо, подъезжайте к институту. Знаете, где это? Найду. Спасибо вам огромное за желание помочь. Скоро буду. Спасибо. Да, давайте чокнемся. Привет. Дом показать? Да. Могу, конечно. Так, ну это наша большая гостиная. Вот там у нас балкон. Это наша кухня. Да, это муж. Муж, привет. Да, привет всем. Вот. Это что? Это мы так общаемся. Вот ужин на столе, на пати с однокурсниками, СПС очень вкусно. Я пишу welcome. Сейчас второй этаж еще покажу. Да. Муж, пока. Так, прихожая тут у нас. Всем привет. Это «Только правда» с Алексеем Суходольским. Мы находимся у филиала НИИ психоанализа. И сегодня мы встретимся со специалистом по серийным убийцам. Смотрите, будет интересно. Мы находимся в святая святых института в гостях у Алины Борисовны Воронцовой, специалиста по психоанализу. Вот представьте себе, эта хрупкая, очаровательная женщина изучает серийных убийц, насильников и прочую нечисть. Мы предпочитаем называть их люди с психическими расстройствами. Профессиональная этика. Как давно вы этим занимаетесь? Нет, 5 лет. И как это началось? Ну, я получила второе высшее образование по специальности психологии девиантного поведения. А чем занимались до этого? Работала в правоохранительных органах. В правоохранительных органах? Ничего себе. А во время этой работы в органах вам уже приходилось иметь дело с серийными убийцами?
Я бы сейчас не хотела говорить на эту тему. Скажите, как люди становятся серийными убийцами? Тут целый комплекс причин. Это и особое состояние мозга, и неправильное воспитание, и, наконец, слабая половая конституция. Все эти факторы, они формируют в человеке агрессию. И вы способны вычислить такого маньяка, просто побеседовав с ним? Очень часто серийные преступники являются очень приятными людьми. Они надевают маску нормальности, чтобы быть неприметными. И все-таки, Алина Борисовна, я хочу понять, а действительно ли возможно вычислить маньяка, просто побеседовав с ним? Ну, чисто теоретически. Ну, чисто теоретически, наверное. Теоретически. Как вы считаете, вот это работа серийного убийцы? Откуда у вас эти снимки? Тело этой женщины нашли сегодня утром. Это актриса нашего театра. Ее звали Анастасия Ванникова. Но по телевизору, дорогие друзья, Вам ничего этого не расскажут. Потому что наши доблестные правоохранительные органы все держат в тайне. Разумеется, в интересах следствия. А в это время по городу ходит убийца-психопат. Но вам нечего бояться. ведь у нас есть Алина Борисовна Воронцова, которая с легкостью вычислит этого маньяка. Да, Алина Борисовна? Вы ведь уже имели дело с серийным убийцей? Подождите, это же был ваш отец, который много лет убивал женщин, а вы об этом даже не догадывались. И вы действительно считаете, что вы в состоянии вычислить маньяка? А знаете что? Вы гораздо хуже человека, совершившего это убийство. Он просто психически нездоров. А вы подонок. Извините, а не подскажете, как лучше пройти к женским гримеркам? Направо и наверх. Благодарю. Можно? Вы уже зашли, зачем спрашивать? Игорь Тарасов, Следственный комитет. Пришли узнать по поводу Насти? Спрашивайте. Говорят, вы не были подругами? Это слишком мягкая формулировка, мы терпеть друг друга не могли. Значит, вы не скорбите? А должна? Я не скорблю, потому что, как я уже сказала ранее, мы не любили друг друга. Но не скорбеть и желать друг другу смерти – это чуть-чуть разные вещи. Вы не находите? Ваши коллеги говорят, у вас был конфликт. Не подскажете, почему? Настя была бездарностью, хотела играть главные роли. А мой муж – режиссер, а еще пьяница и бледун. Она сначала его споила, потом соблазнила, а он меня взял и снял с роли Джульетты прямо посередине сезона. И вы все еще женаты? Все сложно. Но вы же пришли сюда не за тем, чтобы анализировать мой брак. Нет, боже упаси. Хотя, я не понимаю вашего мужа. Как можно изменить такой женщине? Разве что он ослеп. Где вы были этой ночью?
У мамы. 3 часа езды. Но мой муж, к сожалению, был со мной. Но я не против, если его потаскают под опросом. Мы не убивали Ванникова. Наверное, я в любви своей кажусь доступной, но поверишь ли, что я честнее и вернее всех скромниц в том управлении? Вы знаете монолог Джульетты? Сам не понимаю, как это получилось. Я думала, знаете, что все менты тупые, как дерево. Так и есть. И все-таки, Алина Борисовна, я хочу понять, а возможно ли вычислить маньяка, просто проведя с ним беседу? Чисто теоретически. Ну, чисто теоретически, ну, наверное. А как вы считаете, вот это работа серийного убийцы? Мы находимся в святая святых института в гостях у Алины Борисовны Воронцовой, специалиста по психоанализу. Представьте себе, что вот эта очаровательная хрупкая женщина изучает серийных убийц, насильников и прочую нечисть. Мы привыкли называть их люди с психическими расстройствами. Привет. Привет. Я сегодня купил бутылочку красного вина. Небольшая новая компания. Продавец сказал, что просто бомба. Так что мы сегодня с тобой вечером напьемся вина и будем целую ночь смотреть телевизор. Ой, Марк, я что-то так устала. Привет. А мне сегодня, между прочим, кое-кто обещал, что мы будем печь пиццу. Я вот уже и тесто разморозил, и сыр натер. Сынок, подожди, видишь, мама устала. Малыш, я правда забыла. Но я помню, что обещание нужно выполнять. Поэтому я умоюсь, и мы все сделаем. А папа нам поможет. Правда? Я быстро. Но по телевизору, друзья, вам ничего этого не расскажут. Потому что наши доблестные правоохранительные органы все держат в тайне. Разумеется, в интересах следствия. А в это время по городу ходит убийца-психопат. Но вам нечего бояться. Ведь у нас есть Алина Борисовна Воронцова, которая с легкостью вычислит этого маньяка. Да, Алина Борисовна? Семейство, привет. Не кусочничай. Мам, он тебя троллит. Предатель. Мам, блины, пушка. Да доешь ты. Заберу в школу. Почему ты постоянно ведешь себя с ним как ровесник? Скажи, а почему все психологи такие зануды, а?
Все, все. Прости. Па, давай быстрее, в школу опоздаю. Вчера говорил с Алиной, она прислала вот это фото. Считается, что это жертва ведьмака. Но Алина уверена, что это не его рук дело, а это наш труп. В обоих случаях неестественные позы. И это не может быть просто совпадением. Ну, возможно, но способы убийства разные. При этом они повторяют почерк двух известных маньяков. Вы что мне тут, хотите серийника привязать? Вместо того, чтобы своего убийцу искать. На чужой территории совпадения ищете? Я не понимаю, вам что, своей работы мало? Так, все, хватит с меня этих теорий. Мне скоро на пенсию дайте спокойно доработать. Так, прессе ни слова. Ну, невозможно людей держать в неведении. Если они будут знать об опасности, ну, кто-то будет готов, кто-то сможет себя защитить. Как? Если маньяк нападает на девушек, как им себя защитить? Косметичкой отбиваться? Так, Тарасов, позвони Алине, возьми у Дениса телефон. Алина не откажет согласиться помочь. Все, работайте. Петров! Петрова, воротник! Руки подними! О, батек кто пришел, да? Францов, одевай! Кто замер? Давайте, работаем! Ногами следи! Послушай, ну если тебе не нравится эта команда, не нужно туда Я ходить. не сказал, что мне не нравится, понимаешь? А и не надо говорить. Ну ты просто как будто спишь во время спарринга. Ну может не получаться. Это нормально. Но ты так вяло машешь руками, как будто не дерешься, а тесто мнешь. Антон? А что случилось? Ничего. Ничего. Просто наш малыш чемпион по тесту и по пицце, а не по тайквондо. Марк. Прости, я перегнул палку. Папа не хотел тебя обидеть. Я с ним поговорю, он поймет, что был неправ. Ну, слушай, если тебе так не нравится тайквондо, можем туда не ходить. Я достаточно взрослый, чтобы слушать приказы медведя. Я тебя люблю. И папа тоже. Просто папа очень сильно устает на работе. А мама не устает? Мама тоже устает, но папа больше, потому что у него ответственная работа. Поэтому давай не будем на него обижаться. Это я сейчас с тобой говорю? Или с медведем?
С медведем. Марк, взрослые люди себя так не ведут. Не включай психолога, мне на приеме. Ты ревнуешь, что я уделяю сыну больше времени, чем тебе? Он не обязан быть хорошим бойцом, даже если тебе этого очень хочется. Я просто хочу гордиться сыном. Что в этом такого? А тебе есть чем гордиться? Он умный, талантливый мальчик, сочиняет неплохую музыку. Еще раз повторюсь, он не должен быть хорошим бойцом, а ты хорошим отцом быть обязан. Я нормальный отец. Сыну своему это объясни. Опять ты валишь все с больной головы на здоровую. Сама пропадаешь сутками на работе. Меня даже не замечают. Вот опять ты тянешь одеяло на себя. Мы находимся в святая святых института в гостях у Алины Борисовны Воронцовой, специалиста по психоанализу. Представьте себе, что вот эта очаровательная хрупкая женщина изучает серийных убийц, насильников и прочую нечисть. А мы привыкли называть их. Алло, Вить. Прости, мне нужно с тобой поговорить. А вечером? Спасибо. Работала в правоохранительных органах. В правоохранительных органах? Ничего себе. А когда вы работали в органах, вам уже приходилось иметь дело с серийными убийцами? Я бы сейчас не хотела об этом говорить. Алина Борисовна, как? Боец. У нас есть Алина Борисовна Воронцова. Ничего страшного. Мы легко через суд заставим его убрать это видео. Алина, это твоя личная жизнь. Никто не имеет права публиковать это видео без твоего ведома. Подожди.
ваш отец, да? Который много лет убивал женщин, а вы об этом даже не подозревали. Ведь он прав. Я столько лет ничего не подозревала о том, как живет мой отец. А вот эту тему, по-моему, пора закрыть. Чем больше я прячусь, тем хуже становится. Я должна научиться говорить об этом и не только на работе. Иначе я так и останусь в той комнате, где отец пустил себе пулю в лоб. Просто обслужил? Я же видела, как ты сейчас с ней улыбался. Я улыбался, но как клиентки. Да ты ее чуть сейчас здесь не облизал. Облизал? Я тебе никогда не изменяла. А вот у тебя, вот не надо, вот не надо. Что, сейчас тебе стыдно, да? Вот сейчас тебе стыдно. А ты в чем проблема? А пусть все знают о том, какой ты... Замолчи! Да пошел ты! Эй, подожди. А все, я увольняюсь. Лен! Врешь, дед. Ну что, мы еще встретимся с тобой? Я думал, мы просто хотели отомстить мужу. Так и есть. Наверное, да. Хотели отомстить. Ладно, ничего. Может быть, пойдем еще? Пропустим по бокалу. Я должен ехать. Сразу бы сказала, что у тебя есть девушка. Он начинает обалдеть. Ой, девушка, извините. Ничего, все нормально. Нет уж, я должен искупить свою вину. Я надеюсь, мы вечером сходим в ресторан. Я не хожу в ресторан с незнакомыми мужчинами. Я незнакомый. Да я-то незнакомый. Привет, я Артем. А я замужем.